Евросоюз планирует навсегда разорвать с Российской Федерацией связи в топливной сфере. Никогда такого не было, и вот опять. Собственно, еврокомиссар по энергетике назвал своим главным приоритетом окончательный разрыв связи Европейского Союза с Российской Федерацией. Давайте соответствующую цитату посмотрим. Новый комиссар, новая цитата. Новый комиссар, абсолютно новая цитата, новые смыслы, как говорится. То, что мы смогли снизить нашу зависимость до такой степени, мы поговорим до какой, это на самом деле большое достижение, сказал он. Для всех очевидно, что должно произойти что-то новое, потому что сейчас все идет не в том направлении. О чем этот поток слов? Давайте разберемся. Речь идет о росте закупок российского газа, в первую очередь российского сжиженного природного газа. Не то чтобы рос только он, но вот еврокомиссара, вот этого милого человека с обворожительной улыбкой, который пришел на смену, просидевший 5 лет, плодотворно просидевший на одном месте 5 лет Кадри Симпсон. Так вот, его очень беспокоит наш СПГ, что он прям идет в Европу, он прям поглощает европейский рынок, что 5 стран Евросоюза по-прежнему зависят от России в вопросах ядерного топлива, тоже очень беспокоит этого еврокомиссара. Вот со всем этим он собирается разбираться. Ну и давайте цитату про импорт газа, так не отходя от кассы буквально. Страны Евросоюза по итогам 2024 года импортируют более 20 миллиардов кубометров российского сжиженного природного газа в регазифицированном виде. А следует из анализа Инфотек европейской газовой статистики. По итогам 2023 года этот показатель составил 17,688 миллиарда кубических метров. Таким образом, импорт российского СПГ странами ЕС вырастет более чем на 13%. Скажу страшное, импорт трубопроводного газа тоже вырастет. Это очень беспокоит господина еврокомиссара, и это очень беспокоит его начальницу Урсулу фон дер Ляйен. Они обеспокоены тем, что освобождение от российских энергоресурсов, намеченное на 2027 год, все ближе, а импорт все еще продолжается. Надо работать. Надо работать до последнего европейского завода. Ну, собственно говоря, по поводу снижения, мне кажется, вот смотрите, еврокомиссар только что назначен, знаете, с пылу с жару человек, вот просто его назначили, он уже раздает интервью, обещает всякое. О каком достижении, о каком снижении зависимости он говорит, особенно если мы говорим про газовую сферу. Нет, понятно, отказаться от прямых закупок российского дизельного топлива и покупать его теперь у Индии, кстати, откуда она его берет? С завода. С какого? Откуда? Стоп. А откуда топливо на заводе? Как это? Из тумбочки. Да, из тумбочки, как известно. Я надеюсь, мы успеем нашу 4-ю тему охватить, где мы выясним, что за тумбочка такая у индийских заводов. Так вот, можно было отказаться от российского угля и покупать его в Штатах, в Колумбии, в ЮАР. Масса вариантов. Из Австралии можно пробовать везти. Ну, как-то это совсем... это как-то совсем уж по-европейски было бы даже для Евросоюза. А вот по поводу снижения зависимости в газовой сфере, знаете, который радуется наш еврокомиссар, у меня есть небольшой вопрос, который я хочу проиллюстрировать графиком. Вот если можно, нам чудесный график Это вот график, который называется, собственно говоря, как видно из названия, это о спросе на природный газ. Это Евростат, если что. Это не мы нарисовали, это не РИА Новости, это не Росстат, это прям вот Евростат. Это уважаемая организация, которая собирает статистику по всему Евросоюзу, прям официальный статистический орган. И что это он такое нам рисует? Вертикальная ось – это мегаватты. В Европе газ меряют мегаваттами. Не, я страшно скажу, это вообще тераджоули. Это даже тераджоули. Нет, мегаватты, тераджоули. В данном случае не принципиально. Нам особенно, мне кажется, интересно посмотреть на динамику. То есть основное снижение зависимости от российского газа произошло за счет, в принципе, снижения потребления газа до уровня где-то 95 года. Поправьте меня, если я вот немножечко ошибся. И это не 95-й, а 96-й. Мне все-таки кажется, что 95-й. А у этого графика, как это ни удивительно, есть еще одна вариация. Там, знаете, можно со статистикой у Евростата немножечко, не то что поиграться, но
подонастраивать. И я вот, если можно, следующий график сразу давайте посмотрим. Следующий вот чудесный график у нас есть. Вот. Это потребление газа, которое проходит под неэнергетическое потребление газа, дорогие друзья. То есть одно дело, когда у вас падает потребление газа в электроэнергетике, допустим, тепло. Вот, например, в октябре-ноябре 2022 года было тепло, и потребление газа резко сократилось в эти месяцы по сравнению с предыдущими месяцами, с аналогичным периодом прошлых лет. Потому что тепло, зачем вам электричество много, зачем вам обогревать помещение, не надо. А вот неэнергетическое потребление, а что случилось, а как это еврокомиссар по энергетике как-нибудь прокомментирует? Наверное, нет. Наверное, его все устраивает. Тем более, это не он виноват, это Кадри Симпсон. Не энергетическое потребление, причем здесь комиссар по энергетике? Я согласен. Это, Все. Я, в принципе, согласен. Зачем к нему с дурацкими вопросами? Все, вопрос свой снимаю, и график можно убирать. Что там не энергетическое потребление, действительно? Мы же про энергетику говорим. Да, в пятницу руководитель Ассоциации предприятий химической промышленности Германии сообщил о том, что отрасль находится на грани коллапса. Я думаю, что в связи с этим независимость от российского газа после коллапса станет еще выше. Прибалтийский эксперимент, как снизить зависимость от российского газа. Закрываем крупные предприятия, разгоняем треть населения, режем сами себе транзитную отрасль, получаем чудесный результат. Зависимость снижена. Эксперимент прошел удачно, сейчас его масштабируют на весь Евросоюз. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Здесь проблема вот в чем. Если мы посмотрим на динамику, скажем, сентября-октября, там некоторый прирост по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем. В январе текущего года потреблялось газа больше, чем в январе 23-го. Но пока, вы знаете, динамика годовая хуже, чем в 23-м году. А вот 23-й вы видели на графике. Это как возвращение в 90-е, при том, что 90-е для Евросоюза по удивительному стечению обстоятельств были периодом бурного роста. И потребление газа росло, и потребление электрической энергии. Про индекс промышленного производства пер только вверх, а не вниз, как сейчас. А вот тут такое безобразие. Притом я даже подозреваю, что может со следующего года начаться частичное восстановление спроса на газ. Правда, вопрос откуда, как. В следующем году, будем надеяться, мы сможем вам на эти вопросы ответить. Тем более статистика дело такое. Нам она нравится, мы графики вам показываем. Надеемся, вам тоже графики нравятся, поэтому присоединяйтесь к нам каждое воскресенье в 7 часов вечера. Будем вместе смотреть графики. По дороге к независимости от российских энергоресурсов никто кормить не обещал. Это правда. Так что двигаемся куда-нибудь. Самое смешное, что высказывание господина еврокомиссара, которое у нас разнесли как раз в стиле, что Европа разрывает энергетические связи с Россией, были повторением слов, которые произносила Урсула фон дер Ляйен во время представления новых еврокомиссаров перед уважаемым собранием. И давайте, если можно, цитату кем-то уважаемой Урсулы фон дер Ляйен. Вместе они, эти новые еврокомиссары, обеспечат решение самых больших проблем, с которыми сталкиваются наши компании. И мы знаем, что самое заметное из них – высокие цены на энергоносители. Мы многое сделали для того, чтобы отреагировать на энергетический шантаж России и последовавшую за ним высокую инфляцию, которая началась со второй половины 2021 года. Но цены на энергоносители должны снизиться еще больше. Это то, над чем будет работать Дэн Йоргенсен, этот самый новый еврокомиссар по энергетике. В общем, будут они сокращать спрос на СПГ, будут сокращать цены обязательно, непременно. Сейчас, я думаю, Борис скажет пару ласковых по поводу сокращения цен. И переходить на чистую энергию тоже обязательно будут. Будут, я повторюсь, прибалтийский рецепт действует. Можно снижать зависимость вообще от всего. Сейчас
Европа, самая развитая часть планеты, немножечко переживает по поводу того, что закончился ветер. Поэтому стоимость электроэнергии в Германии выросла в 9,8 раза за сутки. Но, в принципе, неплохой результат. Я думаю, что борьба должна продолжаться. Каким образом должны снижаться цены на энергоносители? В Европе, в соответствии с теми документами, которые разработала и приняла Европейская комиссия, ценообразование биржевое. Соответственно, для того, чтобы снизить цену, надо уговорить какое-то огромное количество поставщиков рвануть на эту биржу. Причем рваться они должны специально с одной целью – снизить цену. Обычно поставщики так и делают. Если они видят, что снижается цена, они, конечно, еще увеличивают объемы поставок. Ну и так далее. То есть вот эти европейские мудрецы, несколько утомительно их слушать. Хотелось бы чаще, чтобы как-то в прессу попадали высказывания, мнения, комментарии руководителей реального сектора экономики. Ну и в том числе, разумеется, электроэнергетического тоже. Может быть, мы услышим что-то более приземленное, не такое возвышенное, как вот у господ еврокомиссаров. Ну, не знаю. Мне кажется, у производителей электроэнергии все в целом хорошо. Если у вас возрастает цена мегаватт-часа, который вы продаете, то ваши проблемы в целом закрыты. Вот у потребителя, да, они могут быть. Биржевая система ценообразования, если она распространяется на 100% рынка, имеет свои минусы, как это неудивительно. Нас тут спрашивают, а почему в Европе в джоулях считают? Логика же наверняка у них есть. Ну, обычно они считают вообще в мегаваттах. Это, знаете, для особых эстетов. Для особых эстетов Евростат может вам посчитать в мегаваттах. В мегаватт-часах, точнее. Может в джоулях, может в миллионах и миллиардах кубических метров. Здесь еще футы в запасе есть на черный день. Разумеется. Логика здесь довольно простая. На самом деле это это не надо воспринимать как некую глупость. Состав природного газа может сильно отличаться. Это может быть практически чистый метан, если мы говорим про СПГ, который приходит в Европу. Притом у СПГ там тоже может немножко отличаться, какой-то пропан-бутана, там некоторое содержание может быть, но это ладно. А может быть метана 90% в той смеси, которая приходит. Ну, энергетическая величина будет разная. Ну, вот они предпочитают считать поэтому не в объемных единицах, а в энергетических. У этого есть своя логика, ну, тем более, если вы всю свою биржевую торговлю привязываете к энергетическим величинам, точнее, если вы развиваете именно биржевую торговлю, неплохо развивать именно энергетические величины, если газ к вам приходит из разных источников, то есть это газ с разным составом, разного качества, ну и, соответственно, вы можете как-то его немножко стандартизировать за счет этого. В Российской Федерации, наверное, это не столь актуально, потому что состав газа у нас, в принципе, гастирован, и понятно, откуда он идет, от каких-то посторонних поставщиков прийти он вряд ли может. Ну, и есть, правда, коэффициенты зимние, но это ладно, это мы уж не будем. Одно время шел газ из Туркмении, там действительно выше содержание посторонних газов, там было удобно переходить на энергетические единицы. Сейчас не требуется, у нас единая система газового снабжения, у нас действительно все стандартизировано. Европейцы вот так. Одно время они добывали газ на побережье Голландии, там было повышенное содержание азота, вплоть до того, что работало две разных биржи. Для газа, приходящего из Голландии, и для газа, приходящего с севера, из Норвегии, из России. Вот такая логика. То есть это не... От этого, кстати, проистекает некоторая разница в оценке европейской статистики. Когда мы ее переводим в объемные величины, понятно, что в зависимости от того, какой коэффициент перевода мы возьмем, мы получим немножко отличающиеся значения. Вот, например, по 2019 году мы при одном коэффициенте получим 408 миллиардов кубов потребления в Евросоюзе, а при другом коэффициенте перевода получим порядка 412 миллиардов кубов. Разница не столь велика, поэтому можно на нее не обращать внимания, но вот зато будете знать, почему могут отличаться те или иные данные, которые публикуются по Европе. Потому что энергетические величины переводим в объемные. Вот. Пару слов о Венгрии и Болгарии. Да, достаточно интересный вопрос был. Да, у нас тут возникла такая интересная ситуация. Если вдруг кто пропустил, на «Газпромбанк» были наложены санкции. Соответственно, оплата транзита российского газа в адрес Болгарии оказалась несколько затруднена.
И представители Болгарии на неделе даже успели сделать заявление, что вот-вот они сейчас прекратят транзит, потому что не понимаем, как нам будут платить. Ну, мы, по-моему, в прошлый раз, мне вот что-то так вспоминается, мы на прошлой передаче, нас об этом кто-то спрашивал, мы тогда высказали, что, ну, вы знаете, есть некоторая практика, особенно у венгерских наших партнеров в решении подобного рода вопросов. И вы не поверите, вы будете смеяться, вы будете гоготать. Но власти Венгрии и Болгарии решили вопрос с платежами за российский газ, сообщил глава Министерства иностранных дел Болгарии Петър Сиярто. И, если можно, вот его цитату на экран давайте выведем. Эта проблема решена. Найдено законное финансовое решение, удовлетворяющее как болгарских партнеров, так и нашу сторону, и при этом не подпадающее под санкции. Какое решение, я вам не скажу. Но заметьте, законное, законное финансовое решение. Вот. И обратить внимание, что Петър Сиярто не только министр иностранных дел, но еще и внешнеторговой связи. Так что он вполне имеет полное право рассказывать о финансовых каких-то новостях из своей страны. Можно напомнить о решении вопроса с нефтью, мне кажется. Ну, кое-какие вопросы удается решить. В том числе и без «Газпромбанка» покупать газ в России, и оплачивать транзит российского газа. И оплачивать транзит российской нефти. Там много чего, да. Вот знаете, как жить захочешь, еще не так раскорячишься. Удивительное правительство в Венгрии, оно позволяет себе думать о Венгрии. Это сейчас не принято, сейчас нужно прежде всего озаботиться интересами Брюсселя, Вашингтона, Киева, там, не знаю, кого еще, и только в последний момент вспомнить о своей стране. В Венгрии делают то же самое, но наоборот. Странно. Я восхищен. Вот я сейчас восхищен. Нам вот буквально сейчас прислали вопрос. А как же теперь Австрия будет без «Газпрома»? Вы не поверите, но следующим пунктом у нас запланирован ответ на этот вопрос. Мы ничего не подгадывали. Большое спасибо. Отличный вопрос. Готовы ответить. В качестве, как это называется? Наша страна хорошо подготовилась, сообщил канцлер Австрии. Мы накопили резервы и нашли альтернативных поставщиков. Это если кратко ответить с точки зрения канцлера Австрии. Как мы еще можем ответить? А можно нам тот же газ, но дороже? Да, уважаемый партнер. Есть такой населенный пункт в Австрии, называется Баумгартен. Кроме того, что он населенный пункт, он еще и является крупным газотранспортным узлом. Там встречаются газопроводы из России, из Норвегии. В общем, крупный газотранспортный узел центрального европейского значения. Там же располагается центральный европейский газовый хаб. Поэтому Баумгартен является точкой сдачи российского газа по ряду контрактов. Это означает, что именно в этой точке газ юридически перестает быть российским и становится каким-нибудь еще. Вот, например, раньше, до известных событий, он становился, например, газом компании ОМV. Это крупнейшая австрийская компания энергетическая, у которой была масса проектов с «Газпромом», но времена изменились. Австрийская компания, которая первой привела советский газ в Западную Европу. То есть стаж совместной работы действительно огромный. Более полувека. Ну что ж, да, все течет, все изменяется, как говорил один древнегреческий философ. И вот мы видим лишнее подтверждение этого тезиса. Однако, там ведь газ становится не только вот австрийским, но он становится еще венгерским, словацким. И это газовый хаб. То есть это точка не только пересечения газопроводов, но и точка ценообразования. То есть это буквально биржа, где происходят торги газом. Поэтому вот газ стал венгерским, и венгры, так хитро посматривая в сторону австрияков, говорят: ребят, у нас внезапно образовалось больше газа, чем нам надо. Вам интересно? И вот подготовившиеся, накопившие резервы австрияки говорят: ой, вы знаете, очень интересно. Прям поражаемся. Как вы так подгадали? Вот как совпало, удивительно, что вы стали... И что, прямо в Баумгартене? Прямо в Баумгартене, поразительно. То есть покупатель газа отправляет заявку на определенные объемы, эти объемы ему прокачивают. По удивительному стечению обстоятельств, просто поразительно. Это, знаете, это тайна, которая требует еще своего Эркюля Пуаро, а может быть даже Шерлока Холмса для того, чтобы вот ее раскрыть. Но почему-то объемы прокачки в сторону Баумгартена не изменились после того, как «Газпром» перестал продавать ОМV газ напрямую. Напрямую.
И неожиданно появились излишки газа у венгерской компании МОЛ и у словацкой компании СПП. Там, через день они меняются, или там одну неделю один поставщик, другой. Главное, что это не «Газпром». Это хороший европейский газ, добытый хорошими европейскими компаниями. Не прикопайтесь. Как там еще раз говорил? Это проблема. Найдено законное финансовое решение. Вот в данном случае тоже найдено законное финансовое решение. А канцлер Австрии имеет право выскочить и сразу вслед за еврокомиссаром заявить: мы тоже движемся по пути независимости от российских поставок. Мы молодцы. Дайте нам пирожок. Карл Нехаммер, мне кажется, этого политического деятеля надо запомнить. Он еще много чего наворотит. Да, что в Австрии, что в Германии частенько бывают интересные канцлеры. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.